Друзья, всем привет! С вами Таня, вы на канале Вкусно, пальчики оближешь. Сегодня мы с вами приготовим потрясающе вкусный рецепт, который идеально подойдет для обеда или ужина. Получается очень вкусно, сытно и идеально для того, чтобы накормить большую семью. Итак, для приготовления нам понадобится 1 килограмм картофеля, который необходимо очистить, нарезать и отварить до мягкости в подсоленной воде. Из данного картофеля мы будем готовить пюре. Пока картофель у меня варится, я подготовлю начинку. Для этого я взяла 1 репчатый лук, который нарезаем небольшими кубиками. На разогретую сковородку наливаю небольшое количество растительного масла, выкладываю лук и обжариваем до слегка золотистого цвета на среднем огне, периодически помешиваем. Итак, лук у меня немного обжарился. Далее я добавляю фарш. Всего я добавляю 200 грамм фарша. Фарш можно использовать любой, куриный или свино-говяжий. Также можно смешать по вашему вкусу. Я сегодня использую куриный фарш, который я приготовила из куриного филе. Лук обжариваем вместе с фаршем, периодически разбиваю комочки фарша. Итак, фарш у меня уже практически готов. Далее я добавляю 200 грамм смеси замороженных овощей. У меня мексиканская смесь. Здесь фасоль, горох, кукуруза, морковь и стручковая фасоль. Вы можете использовать набор овощей на ваш вкус. И далее еще примерно минут 5 тушу мясо с овощами. После этого я добавляю 150 мл сметаны любой жирности и будем добавлять специи. Я добавляю соль по вкусу. Далее я добавляю чабрец, также по вкусу, хмели сунели, молотый кориандр, молотую сладкую паприку, а также куркуму. Я использовала тот набор специй, который нравится мне. Вы можете использовать специи по вашему вкусу, но я советую добавлять специи для того, чтобы данное блюдо не было пресным и добавить ему ярких вкусов и ароматов. Далее все хорошенько перемешиваем и даю протушиться еще пару минут для того, чтобы все вкусы и ароматы специй раскрылись. На данном этапе я готовлю на небольшом огне. Итак, мясо с овощами в сметанном соусе у нас готово. Вот так оно выглядит. И тем временем уже сварился картофель. Сливаем всю воду с картофеля. В данном рецепте она нам не понадобится. Толкушкой измельчаем картошку в пюре до однородности, чтобы не было комочков картофеля. Далее добавляем 70-100 грамм сливочного масла и еще раз все хорошенько толкушкой перемешиваем до однородности. Пюре готово, и приступим к формированию запеканки. Для этого я взяла стеклянную форму диаметром 16 см. Вы можете использовать любую форму для выпечки, которая у вас есть. Смазала небольшим количеством растительного масла дно и бока. Далее выкладываю 2 трети картофеля. Картофель разравниваем ровным слоем. Итак, первый слой готов. Хочу сразу сказать, что я не ждала, пока остынет пюре или мясная начинка. Формирую запеканку в горячем виде, потому что мы еще будем запекать данное блюдо, поэтому нет смысла остужать данные ингредиенты. Сверху я выкладываю всю мясную начинку с овощами в сметанном соусе. Также все хорошенько распределяю и даже немножечко этот слой утрамбовываю, для того, чтобы при подаче он не разваливался. Далее остаток картофельного пюре я поместила в кондитерский мешок с насадкой. И вот таким вот образом сверху покрываю пюре из вот таких вот, скажем так, розочек. Получается достаточно красиво и оригинально.
Если вы хотите упростить приготовление данного блюда, вы можете просто картофель выложить и разровнять ровным слоем. Это уже дело вкуса. Итак, запеканку я сформировала. Фольгой я ее не накрываю. Отправляю выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаю полчаса, чтобы сверху пюре немножечко подрумянилось. И вот такая прекрасная запеканка у нас получилась. Как видите, она получается достаточно большая, высокая. Она диаметром 18 сантиметров и высотой около 5 сантиметров. Получается достаточно сытное блюдо, которое идеально подойдет для обеда или ужина для всей семьи. Такое блюдо получается очень вкусное, нежное, легкое и в то же время полезное. Так что, дорогие друзья, попробуйте приготовить вот такое, казалось бы, красивое, необычное блюдо, но из простых и привычных нам ингредиентов. Давайте же разрежем и посмотрим, как запеканка выглядит в разрезе. В данном случае запеканка горячая, с пылу с жару. Если она немного постоит, она больше стабилизируется. На данном этапе пюре очень нежное, легкое и начинка тоже очень-очень сочная. Рекомендую подавать с пылу с жару именно в горячем виде. Так получается намного вкуснее, чем потом в разогретом виде. Так что, дорогие друзья, вот так выглядит запеканка. Великолепное сочетание нежнейшего пюре и мясной начинки с овощами в сметанном соусе и с большим количеством приправ. Так что, дорогие друзья, я надеюсь, что данный рецепт вам понравился. Если да, то заранее спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты, которые выходят на моем канале регулярно. Спасибо большое, что вы были со мной. Всем приятного аппетита и до новых встреч!